Привет, с вами SK Hardwired, и сегодня я вам расскажу, как приготовить собственное полноценное HDR-видео для ваших 4К HDR телевизоров, прямо на дому и без использования каких-либо специальных средств, почти. Не каждое видео можно использовать для создания HDR. Видео, снятое обычными камерами, фотоаппаратами в стандартном динамическом диапазоне, по понятным причинам не подойдет. Потому что оно уже в стандартном динамическом диапазоне, и там просто нет данных для создания HDR. Поэтому для создания HDR-видео необходимы клипы, снятые в режимах расширенного динамического диапазона. А для этого, как ничто лучше, подходит видео, снятое в цветовом режиме S-Log фотоаппаратами Sony, о котором я рассказывал в одном из предыдущих роликов. Однако HDR-телевизоры не могут правильно отобразить изображение в цветах LOG, так как они у каждого производителя разные, нестандартные и рассчитаны на постобработку и приведение в какой-то стандартный вид. Поэтому нам понадобятся некоторые инструменты для подготовки материала. Мы будем пользоваться двумя инструментами. Это в первую очередь DaVinci Resolve от компании Blackmagic Design, бесплатная версия. В нем мы будем готовить мастер-ролик с HDR гамма яркости и цветовой палитрой Rec 2020. Вот именно той самой HDR цветовой палитрой, о которой говорил раньше. И будем использовать конвертер Hybrid, в котором мы будем кодировать из мастер HDR клипа итоговый HDR файл со всеми метаданными для правильного отображения на HDR телевизорах, чтобы любой HDR телевизор или может быть даже 4К HDR Blu-ray плеер или медиа плеер понял и автоматически начал воспроизводить этот ролик правильно. Итак, начнем. Итак, у нас есть HDR ролик, вот он. И мы уже запустили DaVinci Resolve и открыли новый проект с настройками по умолчанию. Просто перетащим наш HDR ролик в Media Pool проекта. Согласимся с изменением частоты кадров по параметрам файла. И начнем работу. Итак, мы видим, что вот наш клип открылся. Вроде бы клип хороший, яркий, но не такой яркий, совсем не то, что мы видели, когда снимали это видео. Закат не такой красочный, но это потому, что это видео, снятое как раз в режиме S-Log. И для дальнейшей обработки выполним следующие действия. В первую очередь кликнем правой кнопкой по клипу и добавим его, создадим с ним таймлайн, монтажную линию, потому что не добавив клип монтажную линию или не сделав монтажную линию, мы не сможем производить манипуляции с цветом. Перейдя во вкладку Edit, мы можем увидеть наш ролик монтажной линии. Если необходимо, мы можем его обрезать чуть-чуть, сократить, примерно до 7 секунд, я думаю, нам будет достаточно, и перейти во вкладку Color. Далее мы настроим сам проект, потому что именно настройки грейдинга и преобразование цвета задаются в настройках проекта. Жмем файл, Project Settings. Здесь обращаем внимание на следующие вещи. Первое — это Timeline Resolution, это разрешение проекта. По умолчанию оно в Full HD, но у нас на самом деле 4К ролик, и мы можем выбрать эту настройку. Но для экономии времени и ресурсов нашего компьютера мы будем грейдить Full HD, тем более, что, как выяснится, Full HD ролики, отгрейденные в HDR, тоже отлично распознаются и играются телевизорами, во всяком случае Sony. Но для максимального качества, конечно, лучше для 4К роликов ставить проект Ultra HD. Следующий важный параметр — это Color Science. Здесь мы выбираем именно алгоритмы работы программы, работы цвета. Здесь мы можем выбрать DaVinci Color Managed и DaVinci Aces. И Color Managed и Aces позволяют работать и готовить HDR-контент, но мне больше нравится DaVinci Aces, потому что, во-первых, Aces соответствует стандартам голливудских систем цветокоррекции и работы с цветом. Это очень мощный стандарт, принятый во всем мире. И, кроме того, у этого приложения мне больше нравится результат, если он именно обрабатывается в Aces. Итак, выбираем DaVinci Aces. Убеждаемся, что стоит Aces версия 1.0 и делаем следующий важный шаг. Переходим в вкладку Color Management.
Здесь мы видим два доступных поля: ACES Input Transform, мы его пока оставим без изменений, и самое важное ACES Output Transform. Здесь мы как раз указываем, в каком цветовом режиме у нас будет итоговое видео. Здесь мы видим параметры REC 709, REC 2020, но HDR видео, именно тому, который предназначен для показа на телевизорах и на Ultra HD Blu-ray диске, чтобы записывать, это профиль P3 D60 PQ 1000 нит. Потому что пока видео HDR грейдится под 1000 нит, но есть возможности больше, но это под совсем-совсем какие-то дорогие нереальные аппараты, которых сейчас нет на потребительском рынке. Выбираем эту настройку и нажимаем Save. И здесь мы сразу видим, что у нас наша картинка стала еще более блеклой. Это потому что у нас программа переключилась в режим преобразования в гамму HDR, и, соответственно, наш монитор не может пока ее правильно отобразить. Потому что приложение открыло наш ролик, думая, что это ролик, снятый в обычном цветовом режиме REC 709. И чтобы это исправить, мы кликнем правой кнопкой по клипу и выберем пункт ACES Input Transform. И так как мы знаем, что мы снимали в S-Log 2, мы выбираем уже готовый профиль Sony S-Log 2. Пожалуйста, изображение уже стало намного лучше. Я закрою вот эту вкладку Clips. И все равно оно не такое яркое, не такое красочное и не такое контрастное, как мы хотели и как мы видели в реальности. Но это потому, что у нас не HDR-ный дисплей, и более того, современные операционные системы пока не имеют встроенной поддержки вывода в HDR, как ни странно, в приложениях. То есть они могут отдельно на дисплей выводить видеопоток, да и то по специальным подключениям и с помощью специальных драйверов. Вот. Но то, что мы видим на экране сейчас, мы работаем немножко вслепую. Но на самом деле это все. То есть уже мы видим на самом деле HDR изображение, которое, если мы сейчас сохраним, оно будет действительно играться как HDR на телевизоре, но не сразу. Перед тем, как перейти к следующим шагам, я немножко остановлюсь на как правильно мониторить HDR. Дело в том, что специальные средства вспомогательные средства по работе с HDR у DaVinci Resolve, они присутствуют в платной версии, и бесплатной версии программы они недоступны. Но ничего страшного, можно ориентироваться и так. Waveform, вот этот мощный инструмент, чтобы оценивать баланс яркости, цвета, пересветов и прочего, в HDR режиме имеет следующий вид. Как вы видите, у нас не выходит самая яркая часть за метку 768 при максимальной 1023. Это потому что в HDR видео 1000 нит в данном приложении, без включения дополнительных каких-то помощников, оно как раз ограничено вот этой вот планочкой. И все, что вот в этом диапазоне, на самом деле на это можно весьма спокойно и просто ориентироваться. Причем, если мы посмотрим на данный график, то мы увидим, что в самом ярком участке, да, там, где у нас самое-самое яркое солнце, все равно мы видим какие-то детали. То есть огромный динамический диапазон, где сохранились детали здесь и какие-то детали здесь сохранились, действительно позволяет нам выдать всю эту огромную градацию яркости. Ну, более подробно по использованию Waveform и вообще работе в DaVinci Resolve вы можете узнать из многих других туториалов, присутствующих в интернете, в том числе на русском языке. Я не буду на этом заостряться, мы перейдем к практическим шагам. Ну, в общем, картинку мы сгрейдили, то есть картинка действительно достаточно четко трансформировалась в HDR, и теперь мы можем, и не требует, кстати, каких-то дополнительных подстроек, применения лутов, потому что уже выполнено правильное преобразование вот нашего видео в S-Log широкого динамического диапазона в стандартное HDR-видео, которое понимает все телевизоры, то есть HDR-сигнал. Мы нажимаем вкладку Deliver, и здесь мы настраиваем вывод нашего проекта. Тоже очень-очень важный этап. Здесь мы можем в первую очередь выберем
куда сохранять видео. Ну, например, папку HDR How To. Во вкладке «Файл» выбираем HDR Example. И теперь самое важное — это формат хранения файла. Так как DaVinci Resolve — это именно пакет больше для грейдинга видео, а не для монтажа, и предназначен для подготовки предварительных материалов для дальнейшего монтажа в популярных системах монтажа и спецэффектов, то выбор форматов здесь хотя достаточно богатый, но стандартных каких-то применимых в бытовой электронике форматов тут достаточно немного. Поэтому я не буду делать обзор всего, то есть нельзя здесь пока прямо вот сгрейдить в HDR, чтобы сразу воспроизвести на телевизоре этот файл. Поэтому мы сохраним наше видео в формате, который, во-первых, позволяет качественно сохранять 4К, а во-вторых, сохранить всю ту глубину цвета. И мы выбираем формат QuickTime и выбираем кодек DNxHR HQX. Вот этот кодек, который, во-первых, позволяет сохранить 4К видео, а во-вторых, сохраняет в 12-битном цвете, чего нам в дальнейшем будет более чем достаточно. Ну, здесь можно дополнительно выбрать и разрешение, и фреймрейт. Ну, так проект у нас залочен на 30 кадров в секунду, и здесь ничего выбрать нельзя. Ну, в общем, остается нажать кнопку Add to Render Queue и нажать кнопку Start Render. Нажмем и подождем, пока кодирование закончится. Итак, рендер нашего проекта закончен, и вот наш предварительный файл, но он в формате DNxHR HQX, который телевизоры или другие устройства не понимают, и тем более вот наши несчастные 10 секунд видео занимает 272 мегабайта, то есть целых 10 секунд. Поэтому теперь нам нужно сконвертировать это видео в понятный любому телевизору или UHD Blu-ray плееру формат. Спасибо DaVinci Resolve, ты нам больше не нужен. Мы тебя не сохраняем. И запускаем Hybrid конвертер. Вот мы запустили конвертер Hybrid. И достаточно просто перенести наш файл, который мы будем конвертировать, в эту строчку, вкладки Main. Приложение его проанализирует. Сразу же укажем, в какой файл вводить этот файл после конвертации, как он будет называться, и в формате MP4. И теперь приступаем к настройке непосредственно кодирования правильного. Для кодирования HDR видео подходит кодек HEVC. Ну, в принципе, он и был выбран как стандартный кодек для 4К видео, как для дисковых носителей, так и для потокового видео. И мы выбираем кодек X265. Это свободная версия, свободная реализация кодека HEVC, он же H265. Сразу видим, что у нас меняется вкладка. В строчке Audio Handling мы выбираем звук, то есть обработку звука. По умолчанию у Hybrid она выключена. И получаем вкладку Audio, мы ей займемся позже. Теперь переходим во вкладку H265 и настраиваем следующие важные параметры, в общем-то, которые предполагаются HDR, стандартом HDR. Я эти параметры взял из описания UHD Blu-ray дисков стандарта, где эти параметры достаточно хорошо описаны. И сейчас я вам укажу. Просто повторяйте за мной. Итак, в первую очередь в этой вкладке и под вкладке Main мы выбираем глубину цвета 10 бит. Потому что сейчас HDR достаточно 10 бит, но в принципе нам больше и не нужно. Следующее, сэмплинг оставляем i420. Далее, level, уровень, выставляем 5.1. Profile выставляем main 10. И tier выставляем high.
Здесь можем указать один из параметров основных качества кодирования, точнее битрейт. Это либо по CIRF. Ну, я привык работать со средним битрейтом, поэтому выбираем средний битрейт и устанавливаем, ну, например, 15 мегабит в секунду, чего для нашего Full HD файла в HEVC будет достаточно. HEVC эффективный кодек и, я думаю, красиво закодирует. Также можно поставить вкладочку CBR, чтобы битрейт так сильно не варьировался в ходе ролика. Ну, я поставлю, потому что с переменным битрейтом у некоторых проигрывателей могут быть проблемы. Ну, в общем, в этой вкладке все. Основные параметры профиля кодирования мы указали. Теперь самое важное — указать те самые дополнительные метаданные, которые позволяют телевизору автоматически определить, что это HDR-ролик, сразу и правильно отобразить. Переходим во вкладку VUI и снимаем все галочки с раздела Adjust Color. И здесь последовательно выбираем следующее. Color Range оставляем TV. Primaries выбираем BT2020. Так, у нас используется цвет REC 2020. Matrix выбираем BT2020NC. Это матрица цвета тоже под REC 2020. Видеоформат оставляем без изменений. И Transfer Characteristics, тоже очень важно, выставляем в SMPTE ST2084. То есть это те метаданные, которые описывают наш сигнал, чтобы телевизор правильно понял, что это за файл, и, соответственно, правильно его обработал. Еще очень важный параметр — это Chroma Sample Location. То есть по стандарту UHD Blu-ray HDR он должен быть 2. Не знаю почему, ну, такое требование. Также дополнительно можно указать Light Level. Max CLL — это максимальная яркость. Вот так у нас видео грейдилось под 1000 нит, то оставляем 1000. И Max Fall, ну, я до сих пор еще не разобрался, что это за параметр. Мнения в интернете разные, но в основном для грейдинга HDR под 1000 нит почему-то рекомендую ставить 400. Параметр Master Display мы сейчас указывать не будем, хотя во многих источниках я видел рекомендованные параметры. Ну, вот честно, при их смене какой-либо разницы в файлах не видно. Ну, судя по всему, это имеет значение для телевизоров, которые как-то коррелируют отображение на своем экране и делают коррекцию по сравнению с каким-то Master Reference дисплеем. Ну, это мы не будем делать, потому что у нас Master Reference дисплея нет. В общем, все. Теперь у нас установлены как параметры кодирования, так и параметры метаданных. И теперь мы можем нажать, заняться чуть-чуть аудио, очистить настройки по умолчанию, выбрать Audio Encoding Options и закодировать в какой-нибудь из форматов, который мы хотим. Ну, с MP4 контейнером, хорошим компаньоном идет AAC, играется многими большинством телевизоров и плееров. И уставим AAC и звук оставим 160 килобит в секунду. И не забываем здесь нажать плюсик, чтобы добавить обработку аудио тоже в очередь. Ну, пожалуй, все. Все проверили. Теперь запускаем обработку нашего задания и ждем, пока все закодируется. Итак, кодирование нашего видео успешно завершено. Мы его видим в нашей папочке, где мы сказали. Видим, что это MP4 файл с размером 18,8 мегабайт вместо 220 промежуточных. И, в принципе, этот файл уже можно копировать на любой USB-носитель и бежать втыкать в ваш 4К Smart HDR телевизор. Вот. При воспроизведении Windows, естественно, картинка выглядит вот так вот неприглядно, ну, потому что у нас и дисплей не HDR-ный, и Windows пока не умеет выводить в своей среде HDR. Вот. Но существуют приложения, например, плеер MPV, который может симулировать, скажем так, HDR и пытаться отобразить его на HDR-экране. Минуточку, я остановлюсь и попробую запустить, чтобы показать, как это примерно выглядит. Ну, вот запустим воспроизведение, и
попробуем посмотреть, как это может выглядеть. Ну, вот так вот это выглядит в режиме имитации HDR плеером MPV. Естественно, на нашем дисплее это выглядит не так замечательно, как на настоящем HDR телевизоре. Я вас могу заверить, там выглядит все вообще отлично. Ну, в общем, теперь у вас есть готовая инструкция, как готовить собственные HDR ролики из ваших видеоматериалов, снятых камерами Sony в режимах S-Log или S-Log 2 или S-Log 3. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо большое. С вами был SK Hardwired. Всего хорошего.